You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen, yeah. Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу историю одного восхода модели 3M, о незначительных доработках, которые были произведены с мотоциклом, его ходовых характеристиках и опыте эксплуатации. В общем, поехали! Мне досталась базовая модификация мотоцикла под названием Восход 3M. Из основной информации: мотоцикл 1992 года, 29 лет с того момента, как он сошел с конвейера, пробег 32 тысячи километров, двигатель полный сток, заменены были только кольца, карбюратор на мотоцикле Жиков 2861. Из минусов: бывает трудно запустить мотоцикл после долгого простоя из-за того, что, возможно, масло опускается на дно бака и бензосмесь неоднородная. Но в общем и целом карп пока устраивает. Далее пройдемся по деталям. Руль был установлен от компании Rental с наибольшим выносом, который мне удалось найти. У Восхода оригинальная труба руля 22 мм, соответственно подбираем руль по диаметру 22 мм и проблем быть не должно. К данному рулю были установлены грипсы той же фирмы Rental под 22 мм. С торца грипс есть отверстие под зеркала. Сиденье было перешито, рисунок в виде ромбов, тиснение BMW черная нитка ромб 6х4, основа сиденья была от пескоструйной покрашена порошком в черный полумат, крепеж был заменен на новый, все детали по процессу перешивки сиденья будут в описании к видео. Приборка была переведена на светодиоды оранжевого свечения. Плата заливалась в эпоксидную смолу, чтобы от тряски ничего не отвалилось. Ободок спидометра покрашен в оранжевый. Шкала была нарисована по размеру штатной шкалы, потом заламинирована. На приборке есть принудительное выключение подсветки спидометра. В остальном все сток. Боковая подножка. Я бы сказал, что она виновница большинства проблем гнутых рулей, сломанных рычагов, зеркал и разбитых фар. Считаю, что она недоработанная и очень короткая для данного мотоцикла. При установке на грунт стоит ей чуть-чуть провалиться, как мотоцикл уже лежит на боку. Не успеете и глазом повести. После удлинения ее на 10 сантиметров мотоцикл стал значительно устойчив. And I refuse to let this go. And I refuse to let this go. And I refuse to let this go. Что касается фары, фара стандартная FG137
устанавливалась на большинство советских мотоциклов. Галогеновая лампа внутри, нарва через переходник, ближний на 55 Вт, дальний на 60. Габарит светодиодный. Свет, в принципе, комфортный для езды ночью. Носки сальников вилки сменили оригинальные резиновые гофры, которые трескались и выходили из строя за один сезон. Оснащены специальной липучкой, работают не хуже стандартных гофр. Сальники по сей день в хорошем состоянии. Сокс бывает разной длины. В общем, рекомендую. Наклейки бака. Кто-то может сказать, что это колхоз, но то, что они придают индивидуальность байку, это факт. Содрать их не составляет большого труда, да и бак целее будет. Наклейки обычный винил, то есть чтобы обклеить бак понадобилось несколько листов атомарных маленьких наклеек. Занятие, так сказать, творческое, требует усидчивости и импровизации. С данной задачей отлично справились племянницы, которые с удовольствием наклеили добрую сотню наклеек без особого труда. Бугель передней вилки, как правило, таким комплектовались мотоциклы серии СМБ. Спортивные мотобойные аппараты также встречались чаще всего на соло. Достаточно редкая запчасть, достать ее непросто. Значительно улучшает ходовые характеристики вилки, повышает жесткость вилки на скручивание. Замок рулевой колонки на моем мотоцикле 1992 года не шел с завода. Для меня это было большим сюрпризом, так как на большинстве мотоциклов он устанавливался. Стропа передней вилки мотоцикла. Маленький аксессуар, чтобы можно было за переднюю вилку вытянуть байк из грязи или просто забуксировать при необходимости. Насос был также от пескоструйный покрашен в черный полумат. Насос устанавливался на мотоцикле «Восход» под сиденьем. Эмблемы мотоцикла были отполированы и покрашены в черный цвет с оборотной стороны, с лицевой залиты лаком. Ручки пассажира очень удобные и устанавливаются в отверстие крепления амортизатора. Поворотники в стиле кафе рейсер с укороченным выносом, так как штатные благополучно сносятся или пассажирам, или при падении. Идеальное место для них в районе крыла, но у меня стоит в штатных креплениях. Чтобы мигание ламп не зависело от оборотов двигателя, электромеханическое штатное реле было заменено на электронное. Ссылку на схему оставлю в описании к видео. На «Восход» и «Минск» уже достаточно давно можно купить неплохое реле P1, которое также решает проблему с зависимостью мигания поворотников от оборотов двигателя. Резинотехнические изделия выполнены из полиуретана, такие как демпфер и цилиндр с тиснением «Восход», задний брызговик, резинки подножек водителя, ограничители поворота руля. Полиуретан намного прочнее к перепадам температуры и более стойкий к износу, чем резиновые изделия. Ссылку на продавца оставлю в описании к видео. Стоп-сигнал был переведен на светодиоды, как и задний габаритный огонь. Светодиоды запитаны от диодного моста.
светит примерно так же, как штатная лампа на 21 Вт, но значительно меньше просаживает генератор. Амортизаторы воздушные, 320 мм от мотоцикла DT125, окрашенные в порошок. Диски были выровнены настолько, насколько это было возможно, так как биение с завода в данных колесах могло официально достигать до 3 мм. Особенно это заметно в месте сварного шва. Подшипники были перепрессованы, в каждом колесе 2 204 подшипника, закрытых с обоих сторон, и новые сальники. Колеса для восхода найти в хорошем сохране очень сложно, и стоят они недешево. Резина Michelin Starcross 5 Medium 90-100/16 больше рассчитана на внедорожную езду. Хоть во всех книжках и документах по эксплуатации написано, что колеса размером 90-100/16 помещаются в восходовский маятник и не трут гофру и цепь, но в моем случае заднее колесо немного боковым грунтозацепом задевает гофру цепи. Не критично, но данный факт имеет место быть. По моему мнению, все веселье лежит вне дорог общего пользования, поэтому было принято решение установить грязевую резину. Мотоцикл Восход не может похвастаться ни скоростными, ни внедорожными характеристиками. Средняя крейсерская скорость 65-75 км в час на 14 звезде, как в моем случае. Из-за маленьких 16 колес и малых ходов подвески на внедорожье может быть тяжеловато, но тем не менее, по-моему, его стихия — это легкое бездорожье, поля, лесные тропы. Он достаточно легок в управлении, оборотист, и при повышении тяги может весело передвигаться вне дорог общего пользования. По факту, мотоцикл полный сток, и все переделки возвращаются обратно в заводское состояние при желании.